Привет! Погнали! Лестер Бернелл – 42-летний отец, муж и руководитель рекламного отдела, который выступает в качестве рассказчика фильма. Отношения Лестера с его женой Кэролин – материалистичным и амбициозным риэлтором, который считает, что ей не удается реализовать свой потенциал, довольно натянуты. Его юная дочь Джейн несчастна и борется с проблемами самооценки. Сам Лестер – неудачник, по собственному описанию, скучный, безликий и легко забываемый. Однако Лестер оживляется, когда встречает подругу и одноклассницу Джейн, самовлюбивую Анджелу Хейс, на школьном баскетбольном матче. Лестер немедленно увлекается Анджелой, что приводит его дочь в замешательство. На протяжении всего фильма у Лестера возникают фантазии, связанные с сексуально-агрессивной Анджелой и лепестками красных роз. В это время новые соседи Бернхамов, полковник Фрэнс Фитц, его рассеянная жена Барбара и одержимый видеокамерой и продающий марихуану сын Рики. Когда полковник Фитц сталкивается с гей-парой, живущей через 2 дома от него, он проявляет явное фанатичное отношение к ним. В течение нескольких дней каждый из Бернхамов по отдельности делает судьбоносный выбор. Кэролин встречается на деловом обеде с конкурентом в сфере недвижимости Бадди Кейном и в итоге начинает с ним роман, а позже берет уроки стрельбы по предложению Кейна. Лестер шантажирует своего босса Брэда Дюпри суммой в $60 000, увольняется с работы и устраивается на низкооплачиваемую работу уборщиком гамбургеров в сети ресторанов быстрого питания. Он продолжает освобождать себя, поменяв свою Toyota Camry на машину своей мечты Pontiac Firebird 1970 года. Начинает заниматься спортом, чтобы произвести впечатление на Анджелу, и начинает курить генетически улучшенную форму травы, которую ему подставляет Рики. В это время Джейн, отдаляясь от Анджелы, завязывает романтические отношения с Рики, сблизившись с ним из-за того, что он считает самым красивым кадром, который он когда-либо снимал на видеокамеру, пластиковый пакет с продуктами, танцующий на ветру. Между ними сразу же вспыхивают сексуальные отношения. Однажды ночью после их акта, пока Рики записывал ее, Джейн говорит с Рики о том, как неудовлетворительна ее жизнь, и как безразличны ее родители к ней и друг к другу. Джейн, кажется, больше жалуется на своего отца, особенно на его влечение к Анджеле, и на то, что кто-то должен убить его, чтобы избавить от страданий. Рики спрашивает ее, хотела ли бы она, чтобы он убил Лестера ради нее. И она холодно отвечает, что хотела бы. После полковник Фитц, обеспокоенный развитием отношений между Лестером и Рики, роется в вещах сына, находит запись, на которой Лестер тренируется в обнаженном виде, случайно снятую, когда Рики снимал Джейн через окно ее спальни, и постепенно приходит к неверному выводу, что его сын гей. В это время Бадди и Кэролин узнают об этом от Лестера, который, кажется, совершенно не переживает из-за неверности своей жены. Кэролин, которая почти более опустошена равнодушием Лестера, чем тем, что ее разоблачили, как прелюбодейку, еще больше расстроена, когда Бадди реагирует на это разрывом любовной связи. С наступлением вечера Рики возвращается домой и обнаруживает, что отец ждет его с кулаками и яростью, приняв его ненаркотическое свидание с Лестером за сексуальную связь. Понимая, что это возможность обрести свободу, Рики лживо признается, что он правда гей и донимает своего жестокого отца, пока тот не выгоняет его из дома. После Рики спешит в дом к Джейн и просит ее бежать с ним в Нью-Йорк. Она соглашается, к ужасу Анджелы, которая быстро протестует. Рики обрушивает на нее свой самый глубокий страх, что она скучная и совершенно обычная, и использует своих друзей, таких как Джейн, чтобы поднять свой общественный имидж. Разбитая и потрясенная Анджела выбегает из комнаты, оставляя Джейн и Рики мириться. В это время Лестер находит эмоционально ранимого полковника Фитца, стоящего на улице под проливным дождем, и пытается утешить его, но его застает врасплох поцелуй Фитца. Лестер мягко отталкивает его, говоря, что у него неправильная идея. Фитц, пристыженный и сломленный, уходит обратно под свой дождь. Тем временем Кэролин сидит одна в своей машине на обочине дороги, держа в руках пистолет, и все больше и больше злясь на поворот событий. Через мгновение Лестер находит расстроенную Анджелу и уже близок к их любовному завершению отношений, но соблазнение срывается, когда она признается, что она еще девственница. Теперь Лестер видит в ней лишь невинное дитя, он сразу же отстраняется, его привязанность переходит на отцовские чувства, и они сближаются из-за общих разочарований и беспокойства от Джейн. Причем Лестер кажется довольным, когда Анджела признается, что Джейн влюблена.
Анджела спрашивает, как он себя чувствует, и он, к собственному удивлению, понимает, что чувствует себя прекрасно. После того, как Анджела удаляется в ванную, счастливый Лестер сидит за столом и рассматривает фотографию своей семьи в более счастливые времена, не подозревая, что к его затылку в этот момент приставлен пистолет. После раздается выстрел. Анджела слышит его в ванной. Лестер находит Джейн и Рики. Рики смотрит прямо в глаза Лестеру, кажется очарованный его трупом, после чего он и плачущая Джейн просто уходит. После Кэрол находит Лестера мертвым и сразу же идет к его шкафу, причитая над его вещами. В своем последнем рассказе Лестер оглядывается на события своей жизни, переплетая их с кадрами реакции каждого на звук последующего выстрела, включая кадр окровавленного и потрясенного полковника Фитца с пистолетом, пропавшим из его коллекции. Несмотря на свою смерть, Лестер, с его точки зрения как рассказчика, на самом деле доволен. В финальных сценах этого фильма последние слова Лестера такие: «Наверное, я мог бы быть очень зол из-за того, что со мной произошло, но трудно оставаться злым, когда в мире столько красоты. Иногда мне кажется, что я вижу все это сразу, и это слишком много. Мое сердце наполняется, как воздушный шар, который вот-вот лопнет. А потом я вспоминаю, что нужно расслабиться и перестать пытаться удержать все это, и тогда оно течет сквозь меня, как дождь. И я не могу чувствовать ничего, кроме благодарности за каждое мгновение моей маленькой, глупой жизни. Вы понятия не имеете, о чем я говорю, я уверен. Но не волнуйтесь, когда-нибудь поймете». И на этой нотке фильм заканчивается. Друзья, что вы скажете про этот фильм? Напишите в комментарии свои мысли. Мне будет интересно их почитать. Пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. Я советую вам посмотреть эти видео. Желаю вам хорошего дня и до скорой встречи.